Обзор с выставки Мосбюро 2026. С точки зрения керамической плитки и керамогранита, мой опыт на рынке керамики более 17 лет. И чем может быть полезен данный обзор? Зная тренды и коллекции, привет, можно составить свою собственную стратегию на ближайший год, составить план, отработать основные бизнес-процессы, подготовить маркетинг и маркетинговые мероприятия. Ведь зная, на какую коллекцию ты... Привет еще раз. Зная, на какую коллекцию ты будешь делать ставку, и грамотно все рассчитав, можно сделать довольно-таки большой объем продаж. А продажи — это деньги. Например, один из удавшихся дизайнов в свое время, Aquarius Onyx Grey, полированный 60 на 120, мы его продавали более 50 тысяч квадратных метров в год. Да и вообще знать рынок, на котором ты находишься, что происходит, это очень полезно с профессиональной точки зрения. Итак, поехали, посмотрим, что было. В основном это природные материалы, дизайны под природный мрамор, камень, дерево. Все как бы то, что и было. Это извечная классика, но весь рынок уходит именно в поверхности керамогранита. И сейчас разнообразие данных поверхностей довольно-таки большое количество. Это, кстати, Техногресс, неглазурованный керамогранит, обычно применяется для мопов. Отличное решение, мебель для ванных комнат с интеграцией керамогранита, но вот что мне не нравится в данных конструкциях, то, что она выглядит как слоеный пирог. И тот, кто знает, когда мы производили мебель, она была произведена с точки зрения мебельных технологий и выглядела как однородная. А вот здесь прикольный механизм, такая подставка металлическая под керамогранитную вставку. Очень удобно, но единственное, что нужно обратить внимание, вот это дно, оно иногда у керамогранита плитка, поверхность неровная, и вода может из-за этого застаиваться. Поэтому если выбираете керамогранит под раковину, то он должен быть идеально ровным, желательно. А это фасады. Ну, для меня лично выглядит это как наклеенная керамогранитная плитка на фасад. Выглядит, конечно, это концептуально, красиво, ну и самое главное, практично. Конечно, для таких рабочих поверхностей керамогранит, я считаю, что это идеальное вообще применение материала в плане практичности и удобства. Керамогранит поверхность немного структурированная, она прослеживается практически везде. На выставке такая небольшая структура, рельефность и преполированность или мягкая лопата. И вот в этих моментах и появляются нюансы, мелочи и детали. А мы знаем, что все кроется в мелочах. И немного про эти детали и мелочи. Ну, во-первых, такая глянцевость небольшая достигается либо добавкой в глазурь. Это получается либо карвинг, либо шугар, либо такая блестящая мелкая зернистость, либо лопатирование. Лопатирование может быть разной степени, когда лопата более глубокая и лопата поверхностная. То есть вот этот блеск, он будет либо меньше, либо больше. Но все уходят в качество именно цифровой печати и поверхности керамогранита. Когда есть четко прослеживаемая структура поверхности, небольшой рельеф, который визуально практически не видно. И, кстати, чем больше этот рельеф, тем более грубо смотрится плитка, и, скорее всего, ее лучше применять для уличных помещений. Если же у вас ванная комната или внутреннее помещение, то, конечно, намного утонченнее и элегантнее будет смотреться поверхности, которые имеют менее глубокий или ярко выраженный рельеф. Вот, например, мы сейчас видим плитку, она довольно-таки рельефная, и вот ее лучше, конечно, применять на улице или фасадах. Ну, все стараются показывать столешницы, изделия, мебель, интеграцию керамогранита в мебель. Рынок, конечно, идет в более крупные форматы, но и мелкие форматы, никто их не избегает, но применяются в меньшей степени. Но это один из самых, наверное, профессиональных стендов по крупному формату, поверхностям и дизайнам керамогранита, которые задают тренд на рынке, довольно популярные среди дизайнеров, магазинов и покупателей среднего и выше среднего сегмента. И здесь как раз таки мы видим
небольшую структуру, рельеф поверхности. Постараюсь показать это именно с точки зрения максимального увеличения, приблизить это к реальности. Вот здесь мы видим, как, ну, во-первых, качество печати, да, отображение камня, его структуры, небольшая такая рельефность, что добавляет данному дизайну более натуральный вид, приближенный к настоящему камню. И небольшой глянец, скорее всего, это вот как раз таки мягкое лопатирование, это мягкие диски, которые приполировывают верхний слой рельефа поверхности керамогранита. Но смотрится это, конечно, как настоящий природный материал с очень хорошей и качественной цифровой печатью, структурой, вот такие эталонные образцы керамогранита. И это сейчас является основным трендом на рынке, который мы можем видеть на выставке, а дальше уже просто вариации форматов, цветовых решений и структуры самой поверхности плитки и керамогранита. Сочетание крупного формата и мелкого. Мелкий формат, конечно, в меньшей степени. Больше смысл как выделить и акцентировать какое-то место в интерьере, поиграть с пространством, возможно. Ну, больше, наверное, все-таки для акцента, декора и сочетания гармоничного с мебелью и другими элементами декора в пространстве. Такая структурированная поверхность с небольшим рельефом, она будет сопровождать нас на протяжении всей выставки. Плюс те форматы, которые сейчас популярны, это, естественно, 60×120. Он еще, наверное, надолго закрепится на рынке, потому что он удобен со многих точек зрения. И с точки зрения дизайна интерьера, и с точки зрения укладки, с точки зрения позиционирования образцов. То есть такой максимально оптимальный вариант для рынка. Ну и куда можно отвернуться от цемента, бетона в различных оттенках, вариациях, все 50 оттенков серого, бежевого, теплого, холодного цветов, плюс с разными видами поверхности: грубый мат, сатин, лопатирование. И вот здесь как раз таки мы видим, как рассказывают про вот это небольшое лопатирование, легкий такой рельеф на поверхности керамогранита. Привет. Так, это биг-боссы решают, как быть на рынке керамогранита в 2026 году. Когда увидел этот шоурум, сразу вспомнил про микроцемент. Вот не используйте микроцемент в ванной комнате или в местах повышенной влажности. Ну, ничем добрым пока ни для кого это не закончено. Это коллекция Boost Vision, когда камень и бетон сошлись друг с другом, и такая плавность текстуры бетона перетекает в камень, или наоборот, камень перетекает в бетон. Хочу сказать, что крупные форматы не для всех, и если вы никогда не специализировались на продаже и реализации крупного формата, то прежде чем начинать эту деятельность, конечно, необходимо более глубоко изучить этот материал и все возможные подходы к реализации данного керамогранита. Это ультратонкие форматы крупного керамогранита от Laminum. Сейчас они представляют и 2-миллиметровые, как раз они очень хорошо подходят для интеграции керамогранита в мебельное пространство, в мебель, в фасады, столешницы. Разная толщина у них есть. Ну, вот, например, 2-миллиметровый керамогранит очень хорошо подходит для фасадов мебельных. Опять боссы решают тут. Большим удивлением на выставке было увидеть изделие кубанского стройфарфора. Одна из компаний выкупила завод. Находится производство в Белореченске. Желаем компании удачи, успехов и процветания. И, конечно же, хотелось бы, чтобы таких примеров было на рынке как можно больше. Значит, будем ждать новых изделий, решений. Я думаю, что что-то новенькое на рынке от Кубани, да, появится.
Пожелаем еще раз успеха и процветания. Всем известная компания на рынке индийского керамогранита, но ребята что-то не особо общительные оказались. И пойдем дальше. А дальше у нас самый мощный и большой по мощности производства игрок на рынке керамической плитки керамогранита. Думаю, что это даже бренд номер один на рынке керамики по популярности, который знают практически все. Был еще один бренд на рынке, который претендовал на это знание, но почему-то на выставке я его не обнаружил. Не знаю, с чем это связано. Да и бог с ним. Керама Марацци представили и керамогранит, и керамическую плитку. Керамогранит у них практически во всех размерах, от мелкоформатной плитки до слэбов. Плюс также рельефные поверхности, преполированные, скорее всего лопатированные, с небольшой структурой, рельефом. На данном стенде был ажиотаж и дизайнеров, и, видимо, партнеров, и просто людей, которые посетили данную выставку. Проходимость стенда довольно-таки высокая, с чем можно только и поздравить данный бренд. Но за последние 4-3 года, конечно, с точки зрения коммерческой политики и развития регионов, мнения здесь неоднозначные. И по-разному реагировали партнеры, когда Керама Марацци сами открывали свою розницу фирменную в регионах, склады, и забирали клиентов к себе, так скажем, работать напрямую, минуя ту дистрибуцию, которая вкладывала свои деньги, инвестировала в этот продукт. Понравился очень данный дизайн. Классическое лопатирование, небольшая рельефная структурная поверхность. Именно верхний слой он сделан более гладкий и преполированный, небольшой рельеф. Считаю, что данный дизайн керамогранита будет успешен с точки зрения продаж, тем более он уже проверен, что-то подобное было и есть у Atlas Concord, Эталон и других популярных производителей в этом дизайне. Белый цвет. Вообще достичь идеально белого цвета в моноколорах и полированных — это достаточно сложная задача для производства, и мало у кого это получается. Если получается, то это стоит значительно дороже, чем остальные поверхности полированные. Связано это именно с тем, что нужно достичь идеального качества с точки зрения белого цвета, еще и полированного глянца, на котором видно будут все изъяны, которые допущены при производстве. Структура камня с небольшими такими прожилками, венами, но очень аккуратными, не ярко выраженными и не слишком частыми, которые смотрятся максимально спокойно и гармонично. И плюс ко всему, вот эти прожилки, они заполнены в небольшом рельефе глянцевой глазурью, что создает такой эффект блестящей прожилки, когда именно свет преломляется под определенным углом. Я старался зафиксировать это на камеру, но здесь не совсем это получилось. Вживую это смотрится немножко по-другому, но все-таки можно увидеть в отражении этих прожилок, что они немножко переливаются. И вот эти прожилки, они также на поверхности имеют небольшое углубление, это называется карвинг, небольшой вырез, что добавляет более натуральный эффект камня. Это арт-объект от Керама Марацци, кстати, многие его фотографировали, снимали, выкладывали потом в свои социальные сети. Очень хорошая идея для маркетологов, потому что сразу увеличивает охваты в разы. Правда, некоторые начали говорить, что это испанская плитка. Камень, дерево и бетон в различных вариациях цветовых решений с небольшим рельефом и структурной поверхностью, которую мы видим на выставке Мосбилд в 2026 году, иногда с сочетанием мелкоформатной плитки с крупным форматом. Поверхность керамогранита как раз таки с добавкой в глазурь, которая создает эффект шугар, мокрого сахара,
Или некоторые даже называют это лопатирование, но это неправильно. Это всего лишь добавка в глазурь, которая создает вот этот эффект небольшого глянца с мелкой зернистостью такой глянцевой. И давно не видел уже декоров по облицовочной плитке настенной. Как раз Керама Марацци предоставили вариант декора, скорее всего это третий обжиг. Тоже такие листья, которые имеют небольшой глянцевый эффект. И Керама Марацци также представила свои слэбы, знаменитые ковры. Это уже не первый заход с коврами на рынок в формате 1,20 на 2,40 м. Ну что ж, посмотрим, как они будут продаваться на рынке. А если у кого-то есть информация по предыдущим дизайнам, оставляйте комментарии, пишите, будет ли успех у данных вариантов дизайна керамогранит и где их можно вообще на практике применять. Но мне пришло в голову только какая-нибудь хорика, грузинские рестораны, что-то связанное с этим. У Керама Марацци было VIP-ложе только для партнеров. Там тоже практически всегда были места заняты. Ну, видимо, актуальность, тренды, дизайны говорят сами за себя. Ну а теперь перейдем к явному тренду, наверное, 2026 года в среднем эконом-сегменте. Это производители иранской плитки. Сейчас для них открываются все возможности и с точки зрения ценообразования, с точки зрения поставок. То, что сейчас происходит в Ормузском проливе, я думаю, очень сильно и негативно скажется на поставке индийского керамогранита. Ситуация для индийской промышленности достаточно серьезная, развивается пока в негативном ключе. А вот те, кто сможет осуществлять поставки недорогого материала, качественного и стабильно и постоянно, возьмут долю рынка достаточно большого, потому что Индия это не 1/10 миллиона квадратных метров поставок в год. То сейчас вот, например, для данной компании MG Ceramic, которая как раз таки занимается поставками иранского керамогранита на российский рынок, открывается достаточно большая возможность. И здесь мы видим все популярные форматы 60×60, 120×60, привычные нам поверхности, полировка, мат, плюс еще есть ступени в размере 35×120. Очень удивили эти ребята, повесив ценники. Ценники неадекватные, потому что это отгрузка прямая с завода. Она ничего общего не имеет с той полкой, которая есть. Подошел с ребятами, пообщался, но они так и не поняли, что так, в принципе, в замешательство рынок вводить не надо, потому что все это такой дешевый популизм, дешевый маркетинг, и в будущем в долгую стратегию это обычно ничего не дает. Так делают обычно компании, у которых недостаточно собственных ресурсов для пополнения складских остатков. И типа прямая отгрузка, агентская отгрузка. Ну, как ни назови, такая схема, она не эффективная. Это стенд от компании Piastrella. Я, кстати, писал о них, про их маркетинг неглазурованного керамогранита с испытаниями для глазурованного керамогранита. Как они там все намешали. Так и не удалось с ними пообщаться на площадке. И я так и не понял, что здесь было с качеством, потому что поверхности керамогранита, по-моему, были не готовы к данной выставке. Александр Волков из базы плитки. Перевернули вообще продажи через соцсети. Взорвали, скажем, их обзоры, именно его обзоры в социальных сетях. На керамограните видим штамповку, то есть это однообразный рисунок, рельеф на керамограните. И, конечно, он смотрится намного проще, нежели те дизайны, которые сделаны с более разнообразной структурой. Это больше вот под сланец. Опять же, если бы я такой вариант рассматривал, я бы его рассматривал для фасада, для улицы, но не для внутренних помещений. Самарский стройфарфор, который также посещал Артемий Лебедев и делал свой обзор.
Мне очень понравились здесь дизайны под камень Чепа де Грей. Это крошка камня, которую мы видим здесь на дизайне. Довольно-таки гармоничный, хороший дизайн. Также является небольшая структурированная поверхность в разных цветовых решениях. Хороший, классный, симпатичный дизайн под камень Чепа де Грей. Нравились их нарезки из керамогранита в виде образцов, которые сделаны в виде номерка для вешалки. Ну и также они представили разнообразие поверхностей своего керамогранита. Компания, которая находится в Индии, я был на их заводе, у них, кстати, стоит итальянская линия Continia Plus, которая делает керамогранит в слэбах и форматах таких как 1,60 на 3,20, 120 на 60 и 80 на 160. Кстати, они говорят, тебя уже весь Морби знает, поэтому встречают так. У них вообще несколько производственных линий. Работали они раньше и сотрудничали с компанией Мосплитка. Я так понимаю, что на данный момент контракт они расторгли, ищут новых партнеров на российском рынке. Также у них очень широкий ряд поверхностей различных. Это и не только под камень, дерево, бетон, мрамор, но и также, вот, например, под лен, всякие тканевые текстуры. В общем, с точки зрения именно имитации разных поверхностей и форматов, большой и широкий выбор керамогранита. И здесь также я подсветил дизайн керамогранита с рельефной небольшой структурной поверхностью под песчаник, который сделан как будто с гребенкой с небольшим рельефом. Достаточно широкий выбор по форматам и дизайнам и поверхностям у данной компании, и представлены все тренды на рынке, которые сейчас есть. Компания, которая соответствует и следит за тем, чтобы быть с актуальным ассортиментом и представлена на рынке керамической плитки керамогранита. Tyler Expert. Ребята удивили всех своим необычным арт-объектом, сделанным из керамогранита ламином. Желаем их успехов. Надеюсь, что для них выставка окупится, найдут много коллабораций и партнерств, потому что действительно работа проделана достаточно серьезная, большая, и, так скажем, результат налицо. Я так понимаю, что они отправили этот арт-объект свой в какой-то салон. В принципе, за ними можно также следить в социальных сетях, запрещенных, у кого есть VPN, правда. Производство чернил и пигментов, интересные гости на стенде. Ну, кто знает, тот знает. И тот дизайн, который бы я отметил со всей выставки, который сочетает в себе практически все то, что я озвучил ранее. Это и классная цифровая печать с точки зрения качества. Это и мелкая структурная поверхность с небольшим рельефом, гармонично сочетающийся дизайн внутри себя. Вот это вот камня Чепа де Грей, сделанным в разных цветовых решениях. И именно вот этот кремовый бежевый цвет, я считаю, что он будет очень популярный на рынке. Можете обратить на него внимание. Универсальность, практичность как на полу, так и на стенах, и сочетаемость с другими любыми цветами, будь то бетон, будь дерево, либо мелкоформатная плитка. Практически с любым дизайном он будет сочетаться. Далее идет стенд Старопетровская, тоже довольно-таки известный, популярный бренд на рынке керамической плитки и керамогранита. Ну вот, данный дизайн керамогранита с таким рельефом, я его называю штамповкой. Мне он не особо нравится, но в принципе для фасадов, опять же, использование где-то на улице вполне подойдет. Опять же, смотря какая цена на полке. Вот такой камень песчаник, тоже популярный дизайн. Такой дизайн был актуален, например, в Италии,
когда я был на выставке в Болонье, довольно-таки хорошие объемы продаж по нему. И последние 2 года на российском рынке также показывают неплохие результаты. Я думаю, что и в этом году это не будет исключением. Мебель из керамогранита, столы. В принципе, я думаю, что сейчас те салоны продаж, которые занимаются реализацией керамической плитки керамогранита, обязательно нужно вводить мебель. Она добавляет чек. Это может быть таким спасательным кругом для салонов продаж по увеличению чека, добавочных услуг, работ, сервиса. Во-первых, добивает мебелью. Многие сейчас делают вот эти зоны с телевизором, камин. Опять же, нужно здесь понимать структуру своего портфеля, дизайна, который вы предлагаете на рынке. И если вы работаете максимальным форматом 120 на 60, то, конечно, вам все это будет тяжело даваться. А те, кто уже умеет работать с более крупными форматами, я считаю, что здесь обязательно нужно предлагать вот эти решения в виде столешниц, столов, кухонного острова, фасадов и вообще комплексных решений дизайнерских, таких, как здесь на стенде. Ну и я считаю, что выставки как раз для того и существуют, чтобы показывать такие концепции, рабочие какие-то механизмы, которые можно применять у себя в работе, будь ты менеджер по продажам, собственник или плиточник или дизайнер. Поэтому, если у вас еще до сих пор нет крупного формата, я думаю, что вам обязательно надо к этому присмотреться и начинать учиться работать именно, осваивать рынок в более крупных форматах 80 на 160, 90 на 180, 120 на 240 и так далее. И спасибо экспонентам, которые организовывают вот такие выступления, скрипка, музыка, либо форматы других развлечений, для того, чтобы больше и больше вовлекать участников и повышать тем самым проходимость таких мероприятий. Пойдем дальше и посмотрим опять на формат керамогранита 120 на 60. Лопатирование более глубокое, но с рельефом не особо угадали. Поэтому смотрится, ну так скажем, по 5-бальной шкале на 3. Смотрится как полировка, но на самом деле это лопатирование, и рельеф тоже такой, как в виде штамповки. Нету вот этой элегантности в структуре. Ну, это с моей точки зрения удешевляет дизайн. Популярный дизайн Патагония в нескольких цветовых решениях. Я думаю, что также, несмотря на то, что это и полировка, но имеет место быть с точки зрения продаж в 2026 году. Здесь написано, что металлизированная поверхность у керамогранита, но я как-то ее не обнаружил. Керамогранит, который сделан с помощью экструзии. Керамогранит для бассейнов. Обычно метод экструзии применяется для клинкера, но так как сейчас обновили ГОСТ, то в принципе вот это керамогранит. Сделан метод А по ГОСТу идет, ГОСТ 13996-2019, который входит в группу А, именно по методу производства с водопоглощением до 0,5% от массы тела. Компания в основном специализируется на продукции для бассейнов. Ну и самый большой ассортимент по дереву был представлен на стенде Global Tile в разных форматах, и 20 на 60, 20 на 120. Единственное, что вот по деревяшке, несмотря на то, что сделана качественная цифровая печать, не хватило именно вот этой структурности. Но здесь был представлен самый широкий ассортимент в дизайне деревянных покрытий. Плюс еще компания выставила новый продукт на рынок. Это кварц винил. Новый бренд Strong Steel. И большим удивлением это был формат 50 на 100. Ранее был представлен только итальянскими фабриками. Считаю, что формат довольно-таки удачный, потому что это не более чем 60 на 120, значит и для плиточников с тем же самым ассортиментом можно
ассортиментом инструментов можно работать с точки зрения упаковки, с точки зрения укладки. Две плитки — это метр на метр. Если в упаковке будет всего две плитки, это тоже будет удобно. Одна упаковка — 1 квадратный метр. Если говорить с точки зрения дизайнеров, в принципе, визуально от формата 60 на 120 практически неотличим. Я первый раз прошел мимо стенда, я даже не понял, что это формат 50 на 100. Я был уверен, что это 60 на 120. Ну и с точки зрения ассортимента и маркетинга для этого формата, для компании, конечно, это очень удобно. Здесь как раз-таки деревяшка именно со структурной поверхностью. Дерево актуально и под мрамор, и под бетон, и под камень. В принципе, дерево сочетается со всеми дизайнами керамогранита, которые представлены на рынке. Вообще у компании всегда есть что посмотреть. Это и варианты дизайнов под камень, дерево, бетон, мрамор. Самый большой ассортимент по видам поверхностей. В компании более 20 видов поверхностей керамогранита. Хорошая качественная цифровая печать, сочетание небольшого рельефа, структуры и гармоничных дизайнов. Практически я не видел, что дизайны были какие-то штампованные. Большое разнообразие внутри самого дизайна керамогранита, лиц и видов рисунков. И вот еще одно открытие на этой выставке — это керамогранит с эффектом оникса, который пропускает через себя свет. И я даже вначале не понял, что это оникс или керамогранит. Настолько хорошо был сделан дизайн. И улыбнись, ведь мы тебя запомнили.